Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита и о да, новая китайская ветка. Снял уже обзоры на 7, 8, 9 левел, и вот она десяточка БЗ-75, проходная прокачиваемая ветка, венец китайского тяжелого танкостроения, да. И сегодня полноценный гайд-обзор по этой машине, я уже как-то делал на супер тесте, но все-таки имея уже танк на постоянной основе в ангаре, давайте-ка запилим наконец полноценный гайд по данной тачке. Начнем мы, конечно же, с бронирования БЗ-75. Погнали. Итак, вот он, наш БЗ-75. Ну и начнем с корпуса потихоньку продвигаться до самого интересного. Сейчас поймете, в чем тут самое интересное. НЛД у нас 140 мм фактического бронирования, в приведенке 218, вверху 210 и, конечно же, это крепкое НЛД, такой анти-СТ, но ни в коем случае не анти-ТТ. НЛД, ну, откровенно говоря, для десяток слабовато, что тут даже говорить. Дальше, вот такая вот переходная часть, ну, ВЛД уже, да, под рикошетным хорошим углом, как и верхняя часть ВЛД. У нас здесь 75 миллиметров, но в приведенке 158 система пишет рикошет, потому что, ну, блин, хороший угол наклона брони. Дальше у нас на манер щучьего носа идет. Здесь у нас 200 миллиметров фактического бронирования, в приведенке 310. И это, безусловно, очень крепкое, такое против обычных снарядов, не голдовых, а ну, крепкое, что тут говорить, нифига себе, 330, да. Люк мехвода и все, что вокруг него. Хороший угол наклона, и в приведенке у нас 159, 160 и тоже рикошет. Как по корпусу, по верхней части все хорошо. Дальше переходим к башне. Маска орудия 660, вверху 609, есть вот щелочка небольшая в 331, но она очень узенькая, внизу 610. Под маской орудия 330, но тоже очень узкая щель. Слева и справа орудия 330, 330, здесь у нас 400, здесь 400, здесь 371, 370, 340, 340. Ни хрена себе, скажем мы себе, все очень круто зашито. Верхняя планка под хорошим рикошетным углом 60 мм по правилу 3 калибров нас пробьется только 180 мм плюс, да. Ну и переходим к самому интересному в этом танке. Это вот лючок у нас слева. И они расположены, ну, по центру башни, но ближе к переду, да. И они, скажем так, не маленькие. Они прям, вот эти все лючки, сейчас мы все посмотрим. 167, 167. И еще и центральная часть, да, здесь больше брони, но все равно это 225. Обычными не голдовыми снарядами десятки, да и девятки, да и восьмерки нас пробивают сюда на раз. И что можно сказать тогда уже в целом по бронированию танка в лоб, если мы пока говорим, да? А то, что у нас башня, основной силуэт, все хорошо. Корпус ВЛД, все хорошо. Спрятали НЛД, где-то от нас отыгрывать на среднем и близком расстоянии нам не позволят вот эти три вещи. Нас сюда будут рвать абсолютно все тяжелые, да и средние танки 8, 9, 10 левелов. Я думаю, танк благодаря вот такому бронированию не самый популярный будет. И вот сейчас только на хайпе, пока ветка вышла, на нем поездит, но поймут, что полная жопа в кавычках, да, и просто будут уничтожать этот танк. Это же все-таки тяжелый танк ближнего боя. Ну как можно было такие вещи делать 3? А в ПВП, вы представляете, иногда пушкой можете закрыть один лючок там, крутить, да. А как вы пушкой закроете сразу 3 лючка? 3 никак. В ПВП танк будет нещадно гореть. Боковое бронирование 110 мм, фальшборд у нас тут, да, есть там до 120, борт прямой, слава богу, не как у восьмерки и у девятки скос, да, где брони вообще нету, и там при танковании нам просто будут разрывать весь борт, как бы того там угол не выставляли. Здесь все-таки все хорошо, и здесь вы будете танковать, будете, все тут. Вот есть какая-то щелка непонятная, да?
Но она узенькая, ладно, хрен с ним. Щека. Щека крепкая. При танковании от борта все-таки 275 можете вытанковывать обычные неголовые снаряды. Вот, от борта играть он будет хорошо. Но вот это жесть. С броней разобрались. Броня есть, но, увы, не везде. Увы, не везде. Так, стоп. Сейчас. Давайте вот что мы посмотрим основные модули, а точнее пушечку прям сразу. У нас 152 миллиметра, необычная пушка на тяжелом танке, толстая, жирная, 650 альфа, круто. 258 пробитий на основном, 319 на голде, что все это очень хорошо. Единственное, вот заряжается орудие на стойке 18 секунд, да. ДПМ на стоке 2200. Точность 0.42. Сводится почти 3 секунды. Вот. Как-то так. По полевой модернизации, естественно, еще не качал. Ну, пробежимся. 100% вездеходная ходовая. Притирка шестерни, звукоизоляция. Так, это даже не обсуждается. Дальше смотрим. Так, круто. Так, скорость поворота ходовой к максимальной скорости вперед. Угу. Ну, наверное, вот это. Да, к подвижности. Танк-то медленный, без ракетных двигателей. Так, здесь прочность внутренних модулей. Хорошая вещь. Скорость поворота башни. Так, разбор при горизонтальном наведении. Облегченные узлы крепления. 100%. Второй слот мы берем на мобильность. Потому что мы всегда будем катать на турбине. Вот, это касаемо полевой модернизации. По снарядам. Основной ББХ летит 1150 метров в секунду, круто. Кумулятивный летит 950, круто. По скорости полета вопросов нет. Снаряжение, ремка, аптечка, автоматические огнетушители, экипаж 4 перка, видите их перед собой сейчас в табличке. По УВН у нас все как вот на девятке, хорошо. Не отлично, а хорошо. Вот на семерке и на восьмерке отлично минус 10, здесь минус 8. Как-то так. По ХП 2750 на улучшенной закалке. Это, конечно, жир. Говорить тут нечего. Прям все на отлично. По мобильности. С турбиной 34 вперед, 17 назад. Без реактивных двигателей. 13,5 лошадей на тонну удельной мощности. С ракетными двигателями 51 вперед. Вот, 33, ну почти 34 лошади на тонну удельной мощности. Замечаю вам сразу, что кто захочет катать без турбин, на ракетных двигателях минус турбина, это минус 6 километров в час. То есть вы на ракетах будете ехать 45, а не 51. Поэтому турбина нужна. По обзору мы слеповатые. 385 метров. Да. По плюсам и минусам машины. Хорошее бронирование в лоб, с борта, но вот это испортит все бронирование в башне, в корпусе от борта. Поверьте мне. Поэтому я сейчас уже с уверенностью говорю, что танк по броне будет минус. Все-таки танк ближнего боя. По подвижности, когда закончится у вас ракетный двигатель, а их здесь, слава богу, 6, тоже даже на турбине танк очень медленный и очень на месте крутится, тоже плохо. Поэтому, ну, скорее всего, такой плюс-минус. По пушке. По пушке все бы хорошо, если бы только пушка заряжалась бы быстрее. Чуть-чуть бы УВН бы ей добавили, минус 10, как на семерке, на восьмерке, да. Вот, и, конечно же, время сведения. Ну, ладно, дрын большой, сводиться он и не должен быстрее при такой-то альфе, наверное. Вот, поэтому по пушке тоже плюс-минус. По обзору, ну, ближе к стандарту, такой, пусть не то, не сё, то же самое, плюс-минус. Ну и все, по ХП все нормально. Поэтому вот плюс-минус вот этот во всем и говорит о том, что танк неоднозначный. Прям вот все их ждали, а по факту, ну это не имба, да, это 100%. Вот ВЗ-55 имба, а это нет. Предлагаю же отправляться в бой, давайте пощупаем, что такое БЗ-75 в современном рендере. Погнали. Так, попали мы в бой с десятками. Обзор боем БЗ-75.
Так. Да, новый тяжелый китайский танк 10-го левела. 10-го, да. Не нравится мне этот рез для тяжелых танков с той стороны. Комфортнее играть в городе. Но как есть. Как есть. Ух, полетели. Наши полетели вперед, а? Ух. Крутые. Созводные, наверное. Ну да. Все, пушки все поотваливались. Нормально мы уработали. Пацану. Нормально. Накинули артоводиком. Как они достали, а? Бабахач.
Так, ну что, суммы 3К есть, да? Хорошо. Ну, ТВП на центре сидит, пока она там, нам тут прям не с руки ехать. О, светится. Прям не с руки она там. Уступать нам здесь мы невыгодных позиций. Обосы. Еще Яга напрягает. Хорошо, она меня еще не пробила дофига, так не накидала. Такое какое-то патовое. Численный перевес и прочее. И так-то ВП мешает. Это просто жесть. Так, ребята, добивайте ее, пожалуйста. И мы тогда поползем. Сейчас получим и от Яги, и от Бабахи. Умник. Давай-ка ты вперед. О. Опа, попали. Где Бабаху? А? За свет зато дали. Есть. Так. Все, нормально. Посветили, постреляли. Хорошо. Ну ладно. Сколько у нас суммы получилось? 5К получилось? Конечно, пострелять можно было и побольше, но как получилось.
Что по танку можно сказать? Ну, будут на нем играть из ракетных двигателей, здесь все-таки 6. Хорошая альфа сочная, но пушка кривая, говорить даже нечего. И у нас просто не осталось момента, у нас был не супер длинный бой, когда я остался бы без ракет, вот почувствовать, да, как он ездит. Вот тогда да. Так что как-то так. Ребята, не знаю, смутные сомнения, меня беспокоят вот эти вещи на башне. Да, крепкая башка, да, крепкий корпус. Хорошо будет играться от борта. Но вот это зачем ему прикрутили? Вот это. Да, и думаю, что иногда, да, безусловно, вместо закалки для определенных карт можно играть со стабом. Пишите свои комментарии, у кого уже есть БЗ-75. На танке 100% в новинку с этими, я еще раз повторюсь, ракетными двигателями, ускорителями будут ездить. Это 100%. Вот. Как по мне, в принципе, интересная машина. Но, блин, в ближнем бою еще не бились. В ближнем бою, я думаю, отлетать он будет на раз, два, три. Пишите свои комментарии, на каком вы оборудовании планируете катать или уже катаете. Я танку ставлю пока неоднозначную отметку из-за... Все-таки это тяжелый танк, это ближний бой. А в ближнем бою, а что я с такими люками, вот этой штукой буду делать? Да ничего, меня просто рубать туда будут, я ничего толком не сделаю. Какой-нибудь 705 встанет там, да любые советские танки с крепкой бой, да тот самый конь. Кто угодно, Млеха, да, ну я не знаю. Я никого пробивать не буду, меня будут бить. Вот у меня такое впечатление. Посмотрим, как это будет. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.